Давно, друзья, мы не показывали наши проекты кастомайзинга, наши проекты тюнинга наших лодок. Так получилось, что мы в одно и то же время делаем практически два одинаковых проекта. Это Tana 47, который мы кастомизируем. Один мы делаем для себя и один для своего клиента. Здесь есть действительно что увидеть, как внешне, так и технически. То есть мы приложили очень много усилий, очень много работы сделано для этого тюнинга. И я думаю, вам понравится. С вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус. И давайте посмотрим. Что ж, друзья, весь кастомайзинг начинается прямо вот с транса, да? Посмотрите, мы здесь поставили новый трапик, абсолютно новый, потому что заводской, ну, немножко он так корявенько выглядел, и пользоваться им не совсем удобно. Здесь у нас итальянский трап идет. Для этого нам пришлось полностью обрезать все выступы здесь и их полностью заново заделать, сделать ровный транец здесь. И там, если вы видите, там тоже ровненький транец, выглядит гораздо лучше, гораздо красивее. И здесь у нас вот такие вот рожки есть у этого трапика, он легко откидывается, вот, и пользоваться им гораздо приятнее, гораздо интереснее. Вы видите сразу, что мы покрыли все синтетическим тиком, мы использовали итальянский очень дорогой синтетический тик. Мы изобразили здесь свой фирменный узорчик, да, широкие полоски, которые не доходят до края. То есть у нас как бы разработан был дизайн для этого. Полностью вы видите, вся лодка покрыта искусственным тиком. Он легко моется, лучше, чем флекситик. Опять же, красивее и опять же более статусней он выглядит. Оцените нашу раму, да, я вам уже показывал, что на своей лодке я сделал раму как раз вот из такого тонкого профиля. Было достаточно критиканов, но лодка прошла без кайф с этой рамой, ну, как бы ветер, волны попадало, и отлично, как бы эта рамка себя показывает. Здесь мы использовали еще более толстостенную квадратную трубу, затем, что здесь высота нашей панели равна высоте этой рамки. Выглядит это все гораздо изящнее. Кроме того, новые панели здесь кристаллические, которые двухсторонние, то есть они работают от солнца сверху и отбивают солнце, которое отражается от поверхности воды, то есть они работают с обоих сторон. Кроме эффективности по выработке электроэнергии, это еще нам дает дополнительный эстетический вид. Они выглядят гораздо приятнее, чем вот односторонние с белой нижней стороной. И в итоге мы видим, что как бы вот три панели, они выглядят достаточно изящно и не так, как вот на соседних лодках, такие кенгурятники. Ну, мне это не сильно заходит. Вот, имеем мы поддержки здесь. Кроме того, ребята, вы здесь видите камеру заднего вида, то есть шкиперу будет очень удобно делать швартовки. У нас две камеры, одна стоит на краспице, одна здесь. И я вам скажу, это закрывает очень много вопросов, потому что это широкоугольная камера. Первый раз мы такую ставим, и она дает картинку практически на два транса, ну, со смещением вот в эту сторону. Здесь больше она показывает места. Могу сказать, что вот этот размер лодки, в принципе, идеальный для управления одним шкипером, даже новичком, с небольшой помощью на швартовках. То есть, ну вот, скажем, прекрасная половина шкипера вполне может справиться с помощью. И, кроме того, огромное количество всяких вот помощников здесь есть.
Я не заказывал здесь платформу, друзья мои. У меня немножко такое отношение критическое к платформе, поэтому имел полное право. Поднимемся дальше. И что мы имеем здесь? Нашим стандартом де-факто является air-компрессор, который накачивает наши водные игрушки. Поскольку мы будем использовать эту лодку для чартера, то водных игрушек будет достаточно много, и компрессор будет себя чувствовать в пределе, не будет скучать у нас. Зацените, ребята, какой модный душ мы тут поставили. Просто сама моднота, боже мой. Вот это пульт управления. Такой модный себе душик у нас получился. Круто. Я его по картинке выбирал и не думал, что он получится таким красивым. Далее. Есть что-то интересное здесь, и я вам сейчас это покажу. Упс. И вуаля. Здесь мы поставили нашу акустическую защиту. Оцените этот уровень звукоизоляции. Он идет трехслойный, двухслойный, в зависимости от места. Крышка – самый главный источник звука и вибрации. Здесь трехслойная защита идет с виброфильтром. Мы здесь ставим вот такие немецкие маты. Мастера действительно тяжело и долго работают над тем, чтобы полностью проклеить каждый отсек. Вы оцените, здесь защита практически везде. Кроме того, мы здесь имеем Янмар на 57 лошадиных сил. Здесь вот на полке притаился дизель-генератор Lamborghini на 7 киловатт. Далее мы поменяли стандартный заводской водонагреватель, увеличили его объем в 1,5 раза. Вы видите здесь регуляторы для солнечных панелей. Вы увидите некую странность здесь, да, у нас какие-то разбросанные АГМ-батареи. И вы сразу скажете: Саша, а что ж это за тюнинг такой, если у тебя тут АГМ? И опять же в непонятном количестве. Но не переключайтесь. Здесь, друзья мои, стоит очень интересная электросистема, о которой я вам расскажу дальше. Мы ее действительно поменяли. Не то, чтобы мы радикально ее изменили. Я вам опять же объясню, зачем. Это не ради того, чтобы вот похвастаться перед вами в YouTube-чеке. Поэтому закрываем и идем дальше. Так, друзья мои, и что вы оцените в нашем кокпите? А вы оцените то, что банка, которая здесь, вот скамеечка с рундуком, которая здесь была, мы ее срезали вот так вот за ненадобностью, потому что достаточно места и так для хранения на такой лодке. А вот пространство очень полезно. И поскольку мы планируем под чартер такой VIP-чартер, да, то у нас многие запрашивали, чтобы здесь можно было проводить фуршеты, какие-то презентации и так далее, и так далее. Поэтому здесь мы планируем поставить 2 стульчика, таких вот красивых стульчики на складе. Мы их забыли поставить, ну да ладно, в следующий раз мы их отснимем. Далее мы пошили вот такие вот подушки. Ткань называется Serge Ferrari. А вы скажете, а почему, собственно говоря, не тонкие? Опять же, поскольку лодка предполагается для активного использования, то мы не планируем убирать подушки, мы хотим пошить чехлы сверху. Ткань я выбирал вообще серо-бежевую. Попробуй найди здесь что-то бежевое. Вот на картинках она все-таки была более бежевая, но тоже как бы достаточно стильненько выглядит. Кроме этого, ребята, посмотрите на этот потолок. И потолок мы покрыли алькантарой. Это специальная алькантара, ребятки, для наружных работ. У меня точно из такой алькантары на моем катамаране сделаны сидушки. Здесь мы вот сделали потолок, и потолок как бы вот приятнее выглядит, намного приятнее. Ну, потолок теперь вообще просто как на суперяхте выглядит. Оцените размер теперь кокпита. Кокпит стал еще больше, друзья мои. Он выглядит как на моторке 60 футов. 70. А между тем это катамаран, это более стабильная платформа, которую меньше качает. Соответственно, именно вот для таких тусовок эта лодка просто топ. Топ of the топ. Опять же, оцените подушечки. Все подобрано нашими дизайнерами. А вот декораторами, дизайнерами-декораторами. Да, иногда я дизайнера заставляю нажимать кнопку на камере, да. Но в основном ее работа это вот дизайн
вот таких прекрасных подушек. Но, друзья, вы оцените этот стол. Этот арт-детабль – это французское слово, обозначающее искусство сервировки стола. Называется «Весенний бриз». И, ребятки, просто боюсь сидеть за таким столом. Цветы натуральные. Тут кто-то заявлял, что они искусственные. Ребятки, с утра поехали, купили специально для вас вот натуральные цветы. Да, потом мы их используем для салата. И я вот вам показываю, да, сколько оборудования здесь установлено, сколько всего полезного. Я вам скажу, что решение по поводу всего выбора технического принималось гораздо быстрее, просто молниеносно, в сравнении с выбором, допустим, вот этих ложечек, вилочек. Ну, потому что участвовали наши девушки, дизайнеры. И, конечно, вот все это превратилось в долгое обсуждение. И можете посмотреть наше видео, где мы были на выставке декора, посуды, где мы это все подбирали. Как бы вы оцените, насколько это было тяжело морально для меня. Так вот, мы подобрали, это португальский поставщик столовых приборов Bellinox, 24-каратная матовая Brushed Gold, Brushed, как это, пошкрябанное, да, в общем, золото, чтобы вы понимали, все для вас. Велероенбох, тарелочки, Ишендорф, бокальчики, все для вас. Ну, вы должны оценить эти муки, да, просто вот приехать и заказать такую лодку у нас в чартер. Или лучше купить такую лодку, сказать, блин, Саша, не мучайся, давай мы ее просто купим, эту яхту у тебя, и вознаградим твои муки творчества. Посмотрите вот здесь, как наши мастера привели дерево в порядок. Боже, ну оно же просто прекрасно. Вы посмотрите, насколько красивое оно стало, насколько оно деревянное. Вот, покрыли его специальным защитным составом, сверху защитным маслом. Оно будет служить гораздо дольше и, опять же, красивее, ребятки, красивее. То есть, опять же, это все от Интерпаруса для наших любимых клиентов. Далее. Здесь у нас разместился холодильник. Мы поставили холодильник чуть больше, на 20 литров больше, чем идет с верфи. В итоге мы имеем здесь холодильник большего размера для напитков. Кроме того, ребята, оцените, какой грильчик мы здесь установили. Я полностью сделал его из нержавейки. Но чистить его придется так достаточно жестко. И вот такие вот надежные подстаканнички у нас здесь стоят. Теперь, ребятки, оценим моторный отсек правого борта. И там есть что вам показать. Опля! Ха-ха, вуаля! И оцените это богатство, друзья мои. То, что я вам хотел показать, мы полностью поменяли энергетическое сердце яхты. Здесь у нас 6 батарей Victron на 48 вольт на 100 ампер-часов. Чтобы не даваться глубоко в цифры, здесь 30 киловатт-часов электроэнергии, ребятки. То есть здесь мы можем запускать на этой лодке даже кондиционер от батареи. То есть у нас будет кондиционер работать тише, без дизель-генератора. И вы скажете, ну а к чему это, зачем это? Потому что 48 вольт все равно передают через буферные батареи на 12 вольт разводку. Такие системы становятся все более и более популярные, очень много плюсов. 48-вольтовые батареи быстрее заряжаются, то есть они берут всю электроэнергию, которую мы им даем. Все с дизельных альтернаторов, с солнечных батарей, с дизель-генератора, то есть они намного быстрее заряжаются. Если у вас на понтоне есть 32 ампера, они все вот схавают, заберут. Во-вторых, здесь некоторые девайсы уже тоже на 48 вольт, соответственно, к ним идут более тонкие провода, это более пожаробезопасно. Долго я торговался сам с собой, какую систему поставить, но 48 вольт действительно сейчас очень толковая такой мощный пауэрбанк, скажем так, и, соответственно, вот приняли такое решение, и об этом я не жалею, потому что на этой лодке и на другой мы поставили вот такие системы. Ну, опять же,
девайсов с 48 вольтами становится все больше и больше. Я не знаю, будет ли это индустриальный стандарт, как 12 или 24, мы посмотрим. Но уже то, что эта система работает как такой большой мощный пауэрбанк для всей лодки, уже хорошо, потому что вы посмотрите дальше, у нас индукционка здесь, электродуховка стоит. И опять же, все здесь закрыто звуковой изоляцией. Вот такой акустической защитой. Ну, поверьте, это дорогого стоит. Я на своей лодке оценил, она действительно снижает вибрацию и снижает шум от двигателя. То есть, опять же, статус яхты поднимается, ребята. Вот, поехали дальше. Вот такой штурвальчик мы сделали, бежевенький, как раз для этой лодки. И оцените столик, который мы поставили на флайбридж, полностью из массива дерева, нержавеющая рама. Я не захотел ставить с верфи стол, потому что он немножко неудобный. Здесь можно вот ножки протянуть, лапы, хвост, все дела. Вот, и, ну, вот он более благородно выглядит, конечно. На солнышке он вообще просто великолепен. Вот такой, ребятки, флайбридж у нас получился достаточно емкий, достаточно просторный. Спереди лежаки. И здесь, ну, 6 человек в легкую помещается. И достаточно хорошо они себя здесь будут чувствовать. Здесь такие вечерние коктейльные вечера мы планируем проводить с видом на Луну или на сансет. Сансет вечер. Ну, как бы удачный проект яхты с небольшим тюнингом, и мы получаем бестселлер. И, ребята, вы видите, что мы полностью покрыли синтетическим тиком. Это такой хороший, дорогой синтетический тик. Теперь вот фордек можно использовать как угодно. Здесь есть подушки, которые могут превращаться в диванчики, могут быть просто матрасами. Вот таких 2 полукокпита здесь. И кроме этого у нас есть запросы на проведение терапии. Таласа. Не таласа. Ретритотерапии, ребятки. То есть вот они очень хорошо оценили вот эту часть фордека. Сказали, вот нам надо, чтобы все было такое гладенькое, как здесь есть. Ну, йоги, все такое. Я бы использовал этот фордек просто для бокальчика розе, холодного, шикарного минути. Вот это было бы классно. Не отвлекаемся. Оцените, опять же, люки. Мы поменяли здесь люки. Люмар для нас, ребята, сделал новый артикул. Полностью новый артикул с оттенком, с цветом и с нержавеющими ручками. Теперь нету вот этих жутких пластмассовых ручек, об которые все ломали когти, ногти, девушки свои ноготки. Теперь вы можете просто открыть. Опять же, не сбивается нога у вас. Он толще и он выглядит красивее. Это, знаете, придает сразу уже такого какого-то вот намека на Rolls-Royce, я бы даже сказал. И, конечно, паруса. Мои любимые черные карбоновые паруса с электрической скруткой. Теперь я просто кнопочками нажимаю. Кстати, только что вообще был прикол. Я кнопки не смог найти. Они настолько маленькие, они на шурупчики похожи. Я уже и забыл, где они. И кричу нашим операторшам: кнопки где? Куда кнопки дели? То есть у меня был такой вот когнитивный диссонанс, ребята. Ну и, конечно же, друзья, мы поставили отличные паруса UK Sail, карбоновые нетканные паруса. И ну посмотрите, какие они прекрасные. Кроме красоты, их главное достоинство то, что они работают очень шикарно, очень отлично. Я уже на своей лодке и на лодках клиентов это проверил. Ну, лодка просто такая платформа для получения удовольствия, ребят. Она стоит всех своих денег потраченных. Мы уже делаем несколько проектов таких. Мне нравится вот результат своего труда. Грот опять же у нас от UK Sail. Кстати, друзья мои, мы теперь дилеры UK Sail. Обращайтесь. Кроме вот таких модных парусов, есть докроновые по очень хорошей цене для больших лодок, средних и малых.
Вот, так вот, здесь мы поставили систему Harken, слайдинг-систему, и грот у нас просто вот обваливается в 2 секунды. Это хорошая, надежная система. Вставили уже не один раз своим клиентам и теперь вот поставили на свою лодку. Поэтому, друзья, если вам эта лодка понравилась, звоните, мы вам ее продадим. Или другую продадим. Так что не стесняйтесь, обращайтесь. Что ж, друзья, и давайте оценим главный элемент нашего тюнинга, нашего кастомайзинга. Это салон. Первый дизайн интерьера, который мы сделали в кооперации с Изабель Ракупо, то есть супруга Оливье Ракупо, то есть из известного дизайн-бюро Бере Ракупо. Они вот рядом с нами находятся. И они проектируют эти катамараны, и мы к ней обратились за помощью, чтобы она помогла нам подобрать несколько вариантов, атмосферы они называются, несколько атмосфер для полного тюнинга лодок. И здесь действительно мы очень глубоко как бы затюнинговались, ребятки, вы видите, вот полукруги, все, то здесь мы практически меняли всю мебель на кухне. Поэтому здесь мы имеем полное право поставить дизайн by Изабель Ракупо. Действительно, это выглядит классно. То есть здесь мы применили французский орех, он потемнее. Она изменила цвет ручек, подобрала цвет кожи, алькантары, и все это теперь заиграло совсем по-другому. Идет один ствол дерева. Это все выглядит просто как картина. Этим можно любоваться. Вот я на своей лодке, когда сижу и смотрю, мне прям приятно наблюдать эту свелеватость древесины. Это все восхищает, интригует, я бы даже сказал. Вот. Ну и кроме этого, да, все, там посудомоечная машина, замена техники, замена плиты на комбинашку. И эта часть тоже полностью мы все переделали. И оцените золото на розетках. Это была лично моя просьба, друзья мои. Ну, как бы выглядит очень-очень даже круто. Мы полностью поменяли потолок, оббили его алькантарой. Кроме благородства, красоты и статуса, алькантара дает дополнительную звукоизоляцию. То есть она как шумоподавление работает у нас. Ребят, видите, вот здесь все у нас в алькантаре. Ну и, конечно, оцените, наши девушки настояли на шторках. Шторки действительно выглядят теперь по-крутому. И они вот с такими кожаными замочками. И опять же, вот здесь, если вы присмотритесь, это все мы поменяли на натуральную кожу. То есть вот все вещи, которые были из кожзама, мы поменяли на натуральную кожу. Камбус на Тане очень действительно хороший, он действительно очень большой, заканчивается вот он прямо здесь. Вы посмотрите, мои любимые колонки, Эллипсон, размер L, не XL, L. Мы поставили много дополнительных розеток, теперь у нас есть USB-A, USB-C, 220, еще просили 110. Можем 110 тоже психануть. Кроме всего, наши девушки, декораторы, дизайнеры также работают активно с декорациями. И все, что здесь на лодке расположено, это все мы используем для декорирования наших катамаранов. Давайте пройдем теперь в нашу обеденно-отдыхательную зону. И, ребятки, оцените, да, подбор цвета. Все это сделано действительно теперь профессионалами. Изабель Ракупо знает свое дело. И смотрите, да, вот здесь натуральная кожа у нас, бежевая алькантара, просрочка под кожу подобрана. Одну из таких дизайнерских акцентов задали вот эти барометры. Мы их когда получили, я их вообще заказал, скажем, практически случайно. Вот это старенное шлифованное золото, оно так сочетается с современной эклектикой, что вы потом увидите, что кое-где еще применено вот это матовое золото, да, начиная с розеток, кое-где мы там краники поставили. Действительно, вот задало такой шарм, друзья мои, потому что люди хотят ходить в домашних условиях. Мы добавили дополнительные подсветки здесь, внутри, снаружи, под водой, на мачте. То есть подсветок просто тьма, как елка лодка светится. Можно их включать частично, вот как угодно. И вот эта часть задает все главное направление дизайна этой яхты.
Обязательно у нас проектор, здесь выезжает экранчик, и мы здесь вечером планируем смотреть вот всякие фильмы нужные, полезные. В принципе, вот бренд Гарна, бренд тюнинга технического, дизайнерского, но он состоялся. Сейчас, наверное, процентов 70 лодок мы делаем тюнингованные, при том, что, опять же, я не сильно людей настраиваю на это, потому что это огромное количество работы, просто сумасшедшее. Это если разобрать все по деталям, технологическому процессу, ребят, ну тут можно повеситься. Но как бы сейчас вот с дизайном интерьера от Изабель Рокупо, в принципе, я считаю, что это вот уже полностью сформировавшийся бренд у нас. Пусть известный только в узких кругах широкой общественности, но, в принципе, сформировалось понимание, что нужно, что не нужно для наших клиентов. Кстати, такой мягенький, приятненький, такая шкурка хорошая. Пойдем дальше, да. Обратите внимание, здесь мы поставили морозильник, потому что я хотел сохранить шкафы. Шкафы нужны. Эта лодка будет доступна в VIP-чартере, соответственно, тут там посуды будет достаточно, а морозильник на 25 литров в самый раз для хранения мороженого, рыбы, какого-то кусочка хорошего. Я считаю, что этого достаточно. Вот. И, друзья, оцените коврик. Опять же, Изабель предложила его вот сделать таким полукругом, потому что, опять же, вот клиенты иногда не хотят полностью покрывать все ковровым покрытием, как у меня на лодке на Гарне, а вот просят именно такое частичное покрытие. Поэтому у нас здесь две таких зоны, и здесь вот есть такой себе проход. И возле кухни покрытие отсутствует. Опять же, друзья мои, это не единственная атмосфера. Как я сказал, у нас 4 варианта отделок. Поэтому, друзья мои, вы скажите, какая из них вам понравилась, что бы вы хотели бы видеть в дизайне. Мне интересно ваше мнение, ребятки. А теперь давайте я вам покажу изюминку нашего дизайна. И мои любимые яхтсмены, оцените вот этот уголок. Изюминка нашего дизайна. Вертикальный виниловый проигрыватель, друзья мои. Вы знаете, что я неравнодушен к винилу. Вспомнил молодость. Он реально работающий, потому что некоторые, кто приходил ко мне сюда, говорили: о, мы думали, это просто этот муляж. Не-не, это Project с иголкой аудиотехника, то есть серьезный аппарат. Вот. На этой яхте я его подключил через, собственно говоря, реальные аналоговые входы. И вот наш ресивер Cambridge Audio. Классная штука, и дает он отличную музыку. В общем, вот у нас британский усилитель, австрийские проигрыватели, французские колонки. Ребятки, 2 колонки я поставил здесь, и 2 колонки у меня на улице стоят, тоже такие защищенные, тоже Ellipson. Опять же, хочу вернуться к дизайну. Вот этот уголок получился у нас очень уютный. Вот это все. Кожа, алькантара. Все, болты на нержавеющие мы поменяли, добавили алькантары здесь. Здесь начинается потолок у нас из алькантары. Вот эти все вставочки, которые были из серого такого пластика, мы все зашили кожей, натуральной, с прострочкой. Здесь панель мы поменяли на панель из ореха. И тут у нас разместился ультравайд BNG на 12 дюймов. Хорошая штука, сюда можно вывести абсолютно все, то есть вам не надо россыпь приборов. И Виктрончик, который управляет нашим электричеством. Мы знаем, откуда что, сколько заходит и куда выходит. Вот эта часть мне очень хорошо зашла. Ресивер пришлось разместить сюда, поскольку, при том, что яхта большая, нету для него места. И удобно подключение от проигрывателя делать. Здесь он не перегревается, не греется. Вот здесь он на своем месте, ребятки. Поэтому вот, наверное, это моя самая любимая часть яхты. И когда слушаешь вот проигрыватель и просто вот как бы наблюдаешь, как пластинка крутится, просто балдеж. Давайте попробуем что-то включить. Надеюсь, YouTube нас не забанит. С подсветками, друзья, мы постарались. Смотрите, ну, без фанатизма, но очень-очень красиво это выглядит.
суббота вечер, я пришел специально показать вам вот нашу красоту. Посмотрите, как наши девочки постарались, для вас сделали дизайн. Ночью мы тут расположили много подсветок, и лодка просто amazing, выглядит обалденно. То есть здесь у нас и настольные фонари, которые мы предлагаем нашим клиентам, и вот такая уютная атмосфера. Мы сделали дополнительные подсветки. А теперь, друзья, давайте окунемся в магию кино. Я, ребята, здесь поставил проектор Epson. У меня на лодке моей тоже стоит такой проектор, отличный проектор. Вот, и выключаем свет и смотрим киношечку про меня. Флайбридж вечером просто волшебен. Друзья мои, здесь можно стоять в полный рост, лежать с коктейлем, сидеть. Я для этого столик сделал, чтобы можно было спокойно ножки-то протянуть. Ой, посмотрите, как здесь красиво. Подсветочка синяя. Боже, как мне здесь нравится. Обалденно. А теперь давайте оценим мастер-каюту. По дороге оценим вот эти поручни шикарные. Опять же, здесь мы сделали защиту, да, чтобы случайно не включать это все. И здесь затянули чудесной, прекрасной телячьей кожей. Камон. Хо-хо-хо! Друзья мои, как можно жить? Весьма прекрасно жить. Оцените, как мы вот полностью переделали эту каюту. Здесь алькантара, тут орех мы пустили. Вот изголовье тоже из алькантары сделано. И далее поменяли светильники. Золото на выключателях. Как же без этого? Полочки теперь у нас проложены кожей. Кроме того, что это просто красиво, еще у вас там не будет греметь ни ключи, ни телефон. Ваш телефончику будет приятно лежать на коже. И полностью вот здесь пластиковые все вставки. Все мы заменили алькантарой, поставили панели из алькантары, постелили ковровое покрытие, ребята. Опять же, белье это от нашего женского отдела, тюнингового департамента. Где-то они тут подобрали разные варианты, разные ценовые, материальные варианты. Вот. И вот, по сути, мы имеем теперь вот такую каютку. И посмотрите, как здесь мы изменили дизайн этой части. То есть у нас полностью здесь идет орех, орех, орех. Вот он отделяется, светлое дерево и орех. Опять же, не забыли про натуральную кожу. У нас здесь покрыто все натуральной кожей. Светильники мы поменяли, розеточки.
Пуфик, опять же, пуфик стал теперь у нас из алькантары. И ковровое покрытие, ребятки, оно делало свое уютное дело. Лодка выглядит гораздо приятнее мастер-каюта именно. Также она глушит лишнюю акустику у нас, то есть она выступает как акустическая защита. Могу повториться, что у Таны, у 47-й, у Эльбы 45-й, у них одни из самых больших мастер-кают вообще в классе. То есть у них мастер-каюты больше даже, чем, скажем, более длинных катамаранов. И тут огромное количество шкафов, всего-всего-всего. Что тут есть? Вот комод есть тут даже. Ух ты. Большой шифонер под длинные платья, понимаешь ли, тут. Вот. Посмотрите, какой светильничек. Да? Ну, класс. Опять же, светильнички это наши девочки подобрали. Вот здесь вот эта часть мне нравится. Это наши мастера постарались, да, сделали вот здесь такие накладки из мягкой такой алькантары. Опять же, это работает как звукозащита. И в то же время, ребят, оно выглядит просто прекрасно. Опять же, поднимает статус яхты. И, ребятки, королевский санузел. Взял на себя смелость покрыть его полностью покрытием ковровым, потому что я попробовал это на своей яхте. Мне понравилось, действительно. Не сильно оно прям намокает, достаточно быстро высыхает. Соответственно, ребят, блин, получилось круто. Опять же, как я вам сказал, золотой стандарт задал у нас барометр, да, и тут у нас присутствует кое-где вот такое шлифованное золото. Ну, опять же, эклектика, да, это мы тоже разместили. Вот это яхтенные, скажем, принадлежности, это Forresty Swardi. Опять же, оцените, ребята, мы поменяли люки. Вот эти заглушки, все из нержавеющей стали. Более толстое стекло здесь, ну, выглядит просто бомбово. И в то же время здесь у нас пробковое покрытие, которое не скользкое, оно ничего в себя не впитывает. Я таким вот пользуюсь уже 3 года. Могу сказать, что только самые лестные отзывы о нем. Место тут, ребята, просто завались, я вам скажу. Опять же, ручки мы поменяли. Кожа такая же. Мы в Италию отправили эту кожу, ее нанесли на ручки. Вот, и вот эта кожа, которая везде у нас применяется, теперь здесь вот на этих ручках. Ручки Forresty Swardi. Действительно выглядит это классно. И оцените. Огромный туалет я поставил итальянский. Тихий. Очень тихий, слушай, да. Вот. Коврики сюда поставили. Думаю, вот здесь надо еще планшет поставить, чтобы можно серфиться в интернете. Когда сидишь на таком унитазе, можно и это чем-то полезным позаниматься. Оцените, какие здесь кнопочки сенсорные, бомбезные. Мне очень нравится. И вот, друзья, это наша кормовая каюта. То есть мы сделали те же модификации, как и в хозяйской каюте, то есть как и везде. Кожаные полочки, замена светильников, замена изголовья на алькантару. Здесь мы поставили алькантару. Все пластиковые панели мы закрыли тоже алькантарой, панелями из алькантары. И опять же ковровое покрытие добавляет уюта, приятно по нему ходить босыми ножками. И здесь, ребята, у нас отдельный санузел имеется. Вот то же самое, мы поставили итальянские туалеты, хорошие, модные, да, и покрыли пробкой весь пол. Вот так вот. И, ребятки, давайте посмотрим теперь носовую каюту. И по дороге обратим внимание, что здесь у нас полноценная стиральная машина стоит. Electrolux. Ну, нормального размера стиралка. Идем в носовую каюту.
Здесь мы имеем вот такую кровать. Она напротив у нас такого прекрасного иллюминатора находится. И вот здесь как раз большое изголовье. Вы видите, как мы его переделали в алькантару. Те же самые изменения, да, то есть мы поубирали кожзам и поставили, где можно, натуральную кожу и алькантару. Опять же, постельная тоже подбирали мы для клиента. И вот получилась такая каюта. Но эта каюта у нас, ребятки, она двухкомнатная. Здесь мы сделали отдельную комнатку для ребенка. Что ж, друзья, вот такие вот лодочки у нас получились. Клиент был очень довольный, я тоже очень доволен нашей лодкой. И я вам скажу, что вот программа кастомайзинга, она набирает обороты. Действительно, клиенты хотят персонализировать свои лодки. Есть у нас прецеденты, когда 2 раза клиенты продали свои лодки дороже с учетом кастомайзинга. Они обе ушли на США, потому что там это оценили, там это намного дороже стоит. И более того, я вам скажу, что на той же лазурке сделать такой же кастомайзинг будет намного дороже. Главное, что мы берем хороший объект, да, хорошую лодку с хорошим корпусом, с хорошими ходовыми характеристиками. Фонтен умеет делать корпуса, умеет делать хорошие ходкие лодки. Из нее мы делаем вот такую жемчужину. Я вам напоминаю, что она доступна у нас к аренде на Лазурном берегу. База Бей дез Анж, бухта Ангелов. И если вы хотите оценить ее в море, я вас приглашаю. Если я буду на месте, выпьем по бокалу шампанского. Друзья мои, поговорим о яхтинге. Если вас заинтересовала такая яхта к покупке, опять же, милости просим. И я, Саша Горан, и моя команда будет очень рады вам помочь. И до встречи в морях.